Ремонт квартиры после пожара. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. От несчастных случаев никто не застрахован. Огонь является страшной стихией, которую не всегда удается обуздать. Если вы попали в ситуацию, когда требуется помощь по восстановлению квартиры после пожара, то обратите внимание на это видео. Мы подскажем, с чего начать ремонт, а главное, можно ли быстро избавиться от копоти и запахов в помещении. Ремонт после пожара в квартире связан со множеством нюансов. Самой главной проблемой служит копоть, которая остается везде. В некоторых случаях от нее даже не могут избавиться в течение нескольких лет. Также ухудшает положение и запах гари. Даже если локализация огня была в одной комнате, то пострадает все жилье. Мягкая мебель, текстильные вещи, ковры будут полностью пропитаны этим неприятным запахом. Простое проветривание вряд ли поможет. Стоит помнить, что человеку находиться в таком помещении опасно. У него сразу начинает болеть голова, может начаться сильное головокружение, которое приведет к потере сознания. Опасные вещества в воздухе быстро воздействуют на организм. Начаться все может с простой слабости и перейти в хроническое состояние, поэтому не пренебрегайте ремонтом помещений после пожара. Лучшим вариантом станет капитальный ремонт квартиры. Он предполагает полное удаление всех отделочных материалов, в том числе штукатурки. Если этого не сделать, то борьба с запахом будет длиться долго. Также это относится и к напольному покрытию, ведь ламинат, паркет, линолеум и другие материалы должны быть демонтированы. Если есть возможность, то проводка полностью меняется. После снятия всех отделочных составляющих проверьте вентиляционную систему. В вытяжке часто скапливается нагар и пыль, которые служат источником неприятного запаха после пожара. Если такие загрязнения есть, то их удаляют и промывают доступную часть вентиляционного короба. С чего начинать ремонт после пожара, мы уже говорили. Нужно снять всю отделку. Но что делать дальше? Сразу укладывать новые материалы нет смысла, так как они быстро придут в негодность из-за копоти в квартире. Особенно это касается случая, когда сделать капитальный ремонт не получается. То есть часть отделки, мебели и других предметов останутся. На них обязательно будет большой слой нагара. Чтобы удалить его, потребуется много времени и усилий. В магазинах продаются специальные салфетки, которые ориентированы именно на удаление копоти. Они хорошо убирают грязь и борются с запахом. Купите такие салфетки и пройдите ими все поверхности, которые только возможно в квартире. Затем с использованием веника или пылесоса уберите пыль. Сделайте это тоже по всем поверхностям, не только на полу. Далее понадобятся салфетки или тряпка с микрофиброй. Они есть в любом хозяйственном магазине. В местах, где осталась копоть, пройдите такой салфеткой. Она не даст втереть сажу вглубь поверхности, а захватит ее за счет структуры материала. Если поверхность подверглась очень сильно огню, например, именно на ней был очаг возгорания, то эту зону нужно отшлифовать. Лучшим вариантом станет использование шлифовальной машинки, но также подойдет и обычная наждачка. Она устранит въевшуюся гарь на предмете. Только после всех шагов можно вымыть поверхности. Ремонт стен после пожара нельзя начинать с влажной уборки, иначе нагар наоборот въестся больше. Устранение запаха нуждается в отдельных действиях. Приобретите в магазине специальное средство от запаха после задымления. В торговых точках их представлено много, поэтому есть возможность выбрать оптимальный состав по стоимости и качеству. Формула таких продуктов нацелена на борьбу с запахом без вреда для организма. После покупки найдите источник самого резкого аромата, нанесите равномерно средство на поверхность. Не забудьте свериться с инструкцией на упаковке товара. Метод применения может отличаться в зависимости от производителя. Уделите время на обработку труднодоступных мест, например, углов, областей за шкафами и так далее. Преимуществом большинства подобных средств является то, что они не требуют смывания. Нужно только дождаться, когда состав высохнет, и проветрить помещение. Если вы думаете, как делать ремонт в квартире после пожара, то не обходите стороной такое известное средство, как грунтовка. Восстановление помещения после такого события обычно требует обработку глубоко проникающим составом в 2 слоя. Оно наносится после снятия всего старого материала, а затем на новую отделку перед финишным покрытием. Также обрабатывают пол, бетонные основания и вентиляционные выходы. После нанесения грунтовки можно переходить к декоративной отделке. Самое главное – не использовать материалы, которые присутствовали во время пожара. К таким объектам относятся шторы, ковер, различные текстильные предметы. Если вы все-таки хотите их сохранить, то отдайте на профессиональную чистку. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях.
Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.